Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грин Бенди, и в этом видео мы с вами поговорим, куда же пойдет биткоин, куда пойдет эфириум и другие альткоины в ближайшее время. Поэтому поставьте на видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Как я вам говорил, месяц назад биткоин идет на 100 тысяч долларов, что успешно мы пробили эту отметку. Да, давно не было обзоров рынка, но в принципе все, что я говорил в прошлых видео, оно все актуально, и все эти цели были выполнены, то есть 100 тысяч долларов мы пробили, даже когда вот отметка была 76, я сказал, что мы идем на 100 тысяч долларов, соответственно мы эту отметку достигли. Сейчас у нас биткоин торгуется чуть ниже сотки долларов, потому что у нас недавно был очень такой вынос жесткий. Мы дошли до 104 тысяч долларов и потом резко упали до 90. Вынесли тем самым 1 миллиард ликвидаций было на рынке. То есть вынесли и лонгистов, и шортистов. То есть здесь вынесли шортистов, когда биток резко вырос, а тут мы побрили лонгистов, которые думали, что дальше биток полетит вверх. На данный момент ситуация складывается такая, что мы пробили вот этот наклонный уровень и закрепились выше него. И в принципе сейчас идет проторговка выше вот этой вот проторговки, что говорит нам о дальнейшем росте цены. То есть мы вышли, сбрили, закрепились выше этого уровня, выше этой проторговки. Это нам говорит о том, что цена скорее всего дальше пойдет вверх. Ближайшая цель по BTC это 120 тысяч долларов. То есть вот эта вот отметочка нас ждет в скором времени. Давайте посмотрим с текущих, это где-то 20% роста. Да, 20% роста, то есть еще биточек 20% роста может спокойно дать даже в этом месяце. Вот, поэтому очень быстро развивается рынок. Я не думал, что биткоин пробьет 100 тысяч долларов в этом году, но это случилось быстрее, чем я ожидал. Я думаю, как и многие. Дальше, эфириум. Эфириум у нас уже пробил 4000 долларов, сейчас торгуется на этой отметке. Вырисовываю такую проторговочку. Смотрите, у нас есть мартовские пики, и мы прям уперлись в этот уровень. Видите, прям ровненький уровень, то есть мы прям к нему пришли. Вот мартовские пики, мы в него ударились и чуть откатились. Возможно, мы тут должны проторговаться, можно сходить даже сделать ретест, и потом резко улететь наверх, дальше покорять вершины, то есть пробить прошлый TH 2021 года, это 4870 тысяч долларов. Ой, тысяч, да. Было бы хорошо, если тысяч. 487 тысяч долларов. Кстати, почему нет тысяч? Все правильно я сказал. Вот, поэтому мы должны пролететь к следующему ATH после пробития вот этой вот, у нас получается вот этого уровня. Что вполне я ожидаю в ближайшее время. Опять же, можем сделать ретест, как было по BTC. Резкий дамп сюда, на какой-то там новости негативной, либо на резком росте битка и доминации. Мы можем пролиться, оттолкнуться от этого уровня и дальше полететь покорять ATH. В принципе, даже если тут будет какая-то проторговка, то вероятнее всего мы из нее выйдем вверх. Очень большая вероятность. Эфир у нас идет покорять следующие вершины. Опять же, вот мои цели по эфириуму. Это 7 тысяч долларов, 8 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, 12 тысяч долларов и 15 тысяч долларов на этот бычий цикл. Я вполне верю, что эти цели может быть достигнут эфириум. И мы в скором времени узнаем. Я думаю, осталось еще несколько месяцев, полгода у нас еще есть. Может чуть меньше. Пока развивается этот бычий рынок, пока развивается альтсезон, мы еще можем увидеть такие вот яркие вспышки до 10-15 тысяч долларов по эфириуму. Как я говорил в прошлых видео, можете опять же, вся информация доступна на канале. Посмотрите прошлые обзоры, я вам говорил, что мы подошли к сильному уровню по доминации BTC. Это уровень 0.618 по Fibonacci. И зачастую цена всегда от него отталкивалась и шла вниз. Вот также тут был 0.618 по Fibonacci. Вот если провести фибу, то он был тут, мы к нему раз пришли, два пришли, оттолкнулись и ушли в днище. Тут мы сделали ложный пробой, пробили этот уровень немножко, проторговались и пошли вниз. Доминация уже 55%. Это говорит, что скорее всего дальше у нас и будет она снижаться. Но смотрите, у нас есть тут такая вот большая проторговка. Ну, вот эта вот проторговочка именно. И тут цена очень долго стояла. Что это может для нас значить? То есть мы можем увидеть локальный скок сюда, и потом опять падение доминации. У нас направление вот так вот идет. Вниз. Вниз у нас идет направление на альтсезон. Доминация BTC, она противоположна движению альтов. То есть если доминация биткоина падает, это значит, что ликвидность переливается из биткоина в альткоины. Тем самым альткоины растут. Поэтому это хорошо, когда доминация падает. Вот здесь вот у нас произошел альтсезон, потому что резко доминация упала. Также откроем месячный график. У нас тут есть очень интересная такая структурка. Очень интересная закономерность. Смотрите, 21 год. Зеленая свеча, следующая свеча красная, она полностью поглощает зеленую свечу, и мы падаем. Наше время, 2024 год. Зеленая свеча, красная свеча поглощает полностью зеленую, далее идет опять красная свеча, и скорее всего будет продолжаться падение доминации BTC. Вот, у меня цели такие по доминации 48-40. И если, плюс я ставлю токены, то есть я на 48 начну уже фиксировать свою сумку, и я ставлю какие-то токены, если доминация упадет ниже 40%. Это тогда будет очень жесткий взрыв по альтам,
и в принципе такое может быть, поэтому я сумку полностью тут разгружать не буду и оставлю на перехай. И так нужно делать всегда, то есть никогда не выходите из позиции полностью, всегда оставляйте 10-20% на перехай, потому что эти 10-20% могут дать больше иксов, чем вы зафиксировали до этого. Также у нас доминация USDT тоже успешно падает. Это значит, что деньги из USDT перетекают в активы, в биткоин, в альткоины. Поэтому падение доминации USDT для нас говорит о том, что люди, наоборот, покупают активы, они заходят в рынок и покупают активы. При этом Tether просто миллиардами долларов печатает USDT, то есть они недавно 2 миллиарда долларов распечатали. И вообще за прошлый месяц они распечатали то ли около 13 миллиардов долларов. Это значит, что есть большой спрос на USDT. То есть для покупки альткоинов, для покупки биткоина институционалы заходят и покупают, получается, активы с помощью USDT. Поэтому его капитализация растет, его очень часто печатают. Ну и опять же, падение доминации USDT говорит о том, что деньги из USDT, из стейблкоина переходят в рынок. Сейчас у нас будет начинаться эфириум сезон или полноценный альт-сезон, когда эфириум у нас пробьет АТХ, то есть прошлую вершину, и токены на эфириуме будут очень сильно расти. Думаю, по некоторым токенам вы уже это видите. ENS дал такой вот небольшой йилдак, но это еще не все, то есть впереди нас ждет очень вкусненький рост. Архам тоже очень хороший токен из ИИ нарратива на эфириуме, тоже показывает хороший рост. Давайте я включу дневной график, чтобы поприятнее смотрелось. Вот, смотрите. Вот такой вот он рост дал. В принципе, Layer 2 себя прекрасно чувствует. У меня есть отдельное видео по Арбитруму и по моим целям по Layer 2, поэтому обязательно посмотрите это видео. Оно совсем недавно выходило у меня на канале. Тоже вот Арбитрум уже дошел до этой проторговки. И в цели у меня гораздо выше. Вот они, 5, 6, 8 долларов. Вот поэтому сюда Арбитрум, скорее всего, придет. Опять же, можете ознакомиться с моим видосиком на канале по Арбитруму, чтобы понять, почему он туда придет. Оптимизм, Starknet, ZK себе просто прекрасно чувствует, он почти обновил ATH листинга. Но опять же, он залистился позже всех, поэтому у него такой график красивый. И ZK, я считаю, что один из самых недооцененных токенов. Опять же, у меня есть видос про цели по Layer 2, можете его посмотреть, там я рассказал, почему именно так. Matic тоже прекрасно чувствует, поджимает уже наклонную линию, которую, если мы пробиваем, летим наверх. Направление у нас по альтам only up, only up. Опять же, я как сказал, по доминации BTC мы можем увидеть какой-то локальный скок сюда, альтам будет очень больно, будет страшно больно. Все будут бежать в панике с рынка, говорить, что все, альт-сезон закончен, бычка закончена, мы все идем в медвежку. Самое сейчас главное, это просто удерживать позиции, ничего не продавать. Если хотите, можете докупать. Можно еще докупать, в принципе, цели, ну точнее, цены уже не такие вкусные, но докупить еще можно. Но сейчас самая главная задача удержать сумки и выйти максимально, постараться выйти около пика рынка. Опять же, никто не знает, где пик рынка, но по доминации можно смотреть, когда она переливается в альты, когда альты жестко стреляют, тогда нужно фиксировать сумки. Не надо заходить на зеленых елдаках. Нужно покупать, когда людям страшно, когда токен на дне, а продавать, когда на рынке эйфория. Это самое главное правило рынка, поэтому запомните его. Сейчас мы просто держим сумки. Опять же, когда я буду фиксироваться, я вам об этом все сообщу, чтобы вы знали, когда выходить из рынка. Ну, соответственно, свои действия я буду показывать в своем телеграм-канале. Я тут часто уже начал писать про токены, про которые я покупаю. Вот Супра, про Супру говорил кучу раз. Посмотрите на Супру, присмотритесь к Супре. Он уже дал больше 2 иксов с моего первого кола. То есть вот я, когда он еще залистился, а потом сказал, какой график у него прикольный. И вот вы могли спокойненько забрать по Супре 2 икса. Спокойно. Но кто это сделал? Конечно же, меньшинство. Поэтому в своем телеграм-канале публикую классные токены, которые можно покупать, в которые я захожу в свои трейды, публикую, сколько мы зарабатываем, тапалки, новости по крипте. Короче, все есть в моем телеграм-канале Bendy Gang по ссылочке в описании, поэтому обязательно подписывайтесь. Must-have для каждого криптона. Также у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Тут у меня есть сливы курсов от Dark Trader, от других топовых ребят. Огромная база курсов, которые стоят $1000, вы их получаете у меня всего лишь за 69 баксов. То есть вы платите за вход 69 баксов и получаете все эти курсы и можете их смотреть, обучаться. Тут огромная база курсов. Плюс у меня есть сливы с других приваток, то есть вы можете у меня зайти в канал и получать информацию с других приватных сообществ, от Малолетова, от Трейдера 80/20 и разных других людей. Вы будете получать инфу в моем закрытом сообществе. Также у меня есть вкладка инвестиции, где я показываю, что я покупаю, что продаю, когда это все делаю. Полностью мой портфель тут есть, короче, вся информация по моим действиям на рынке. Есть вкладка трейдинг, там у нас даются сигналы на фьючерсы каждый день. Вкладка спот трейдинг, там у нас даются сигналы на спот. Очень часто выходят сигналы, какие монетки можно купить. Короче, у нас топовое сообщество, есть чатик, где мы общаемся, постоянно движуха тут идет, поэтому те, кто хотят вступить в мое закрытое сообщество, это можно сделать по ссылочке в описании. Ну что, вот такое вот полезное видео получилось, я надеюсь, оно вам понравилось. Смотрите также прошлое видео, куча полезных видосов за последнее время я выложил. Уже больше 2 недель я выпускаю видосы каждый день. Каждый день я штампую видосы, стараюсь для вас, поэтому обязательно смотрите прошлое видео, чтобы оставаться в курсе всех криптособытий. Также, если вы не подписаны, то подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, а мы с вами уже увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока!